Я думаю, вы не раз были в такой ситуации, когда цена приходит в вашу зону интереса, вы видите супер идеальный сетап, открываете позицию, ставите консервативный стоп, и цена мгновенно забирает вас под стоп. Либо после входа в позицию цена долго-долго стоит на одном и том же месте, резко начинает двигаться в вашу сторону, а потом мгновенно идет в противоположную и забирает вас по стоп. А самое обидное, что дальше она идет без вас. Неприятно, да? Давай разбираться, почему так происходит и как данное движение можно перевернуть в свою пользу. Для этого мы сегодня разберемся с брейкер-блоками, узнаем, как их строить, а самое главное, как их применять на практике. Для того, чтобы нам понять, что такое брейкер-блок, нам нужно сразу же определиться, откуда и где мы будем его искать. Как обычно, цена должна прийти в зону интереса старшего таймфрейма. При этом на том же таймфрейме мы будем смотреть брейкер-блок. То есть, если я как старший таймфрейм использую 15 минут, то брейкер-блок я буду искать тоже на 15 минутах. Это же работает и для младшего таймфрейма. Для того, чтобы мне найти брейкер-блок, мне нужно увидеть движение вниз, небольшой откат и импульсное снижение вниз. При этом обязательным условием является нахождение имбаланса в брейкер-блоке. Именно вот эта красная свеча, после которой есть имбаланс, она и будет у нас брейкер-блоком. Что для нее необходимо? Для нее необходимо как минимум то, чтобы после вот этого импульса мы обновили предыдущую свечу. Дальше мы поднялись импульсно вверх и желательно с имбалансом. И именно на возврате к данной свече мы будем рассматривать позиции, в данном случае лонговые. Куда ставить стоп? Имеется два варианта использования брейкер-блока и выставления стопов к нему. Первый — это агрессивный стоп, когда мы ставим стоп за брейкер-блок, либо за полное заполнение имбаланса. Здесь в данном примере это не сильно большая разница. Второй же пример — это консервативный стоп, когда мы ставим стоп либо за лой всего движения, либо за лой зоны интереса. Конечно, когда у вас супер огромное движение, консервативный стоп будет очень-очень большим, и соотношение риска-прибыли будет невелико. Чтобы нам найти медвежий брейкер-блок, нам точно так же нужно найти подход к зоне интереса, откат, и в этом откате найти имбаланс. Если у нас есть имбаланс, значит свеча перед имбалансом и будет у нас брейкер-блоком. Как мы будем входить в позицию? Шорт открывается на возврате, то есть ретесте нашего брейкер-блока. Открывается позиция, в данном случае шортовая, консервативной целью за хай нашего движения, либо за хай нашей зоны интереса. Агрессивный стоп, он у нас будет ставиться за брейкер-блок, либо за заполнение имбаланса. То есть если бы имбаланс у нас был в таком формате, мы бы его выделили вот так. То есть стоп становился бы на полном заполнении имбаланса. Также иногда практикуется выставление стопов еще более агрессивно, то есть у нас делится брейкер-блок на 50%, но на самом деле это очень-очень агрессивный стоп, и его выносят в самом большом количестве случаев. Но такие моменты есть. Для того, чтобы еще немножко улучшить брейкер-блок, я вам предложу использовать дополнительно брейкер с точки зрения скоба. На самом деле сам имбаланс в данном движении я опускаю, потому что, посмотрев на график, вы увидите, что очень часто данные брейкеры, да, ну, допустим, вот эта зеленая свеча у нас будет брейкером, данные брейкеры отрабатывают точно так же. Имбаланс здесь практически никогда не имеет никакого значения, наверное, даже никогда. Но очень круто и очень часто отрабатывает именно брейкер, который является скобом. Что значит в данном случае скоб? Если вы не знаете, что такое скоб, обязательно посмотрите видео в закрепленном комментарии про скоб. В данном случае это свеча, которая сняла ликвидность не только с предыдущей, но и еще где-то слева. То есть вот этот хай. Соответственно, вот эта свеча является скобом. И когда мы движемся вверх, фактически мы сделали его пересвип, и что-то в формате ретеста нашего скоба будет являться как раз входом от брейкера. То есть позиция будет открываться вот таким вот образом. Либо лой под сам скоб, в данном случае это агрессивная позиция, либо стоп под лой нашего всего движения, либо под лой зоны интереса. В медвежьем варианте брейкером будет являться вот эта вот свеча, которая является у нас скобом. Соответственно, она снимает ликвидность не только с этой зеленой свечи, но еще и с этой красной, что говорит о том, что она стала скобом. И вход от данной позиции будет осуществляться в следующем формате. Стоп ставим агрессивный за нашу свечу скоб, либо консервативный за хай нашей зоны интереса. Также на графике очень часто встречаются mitigation блоки.
То есть брейкером была у нас вот эта зона после разворота от зоны старшего таймфрейма, а mitigation блоком будет блок, который образовался по тренду нашего движения. То есть мы с вами ударились в зону интереса, поднялись выше, и на откате мы получаем с вами mitigation блок. На самом деле mitigation блок не всегда должен иметь имбаланс. Здесь нет четкого критерия, должен его иметь, либо нет. Он должен начинать коррекцию. Очень важный момент, то, что он является вершиной правильного отката. Если вы не знаете, что такое правильный откат, обязательно посмотрите видео в закрепленных комментариях. Соответственно, в данном случае данная красная свеча, поскольку ее следующая свеча пробила снизу, да, до этого мы все пробивали свечи сверху, а следующая свеча ее пробила снизу, является вершиной правильного отката. С нее началось нисходящее движение. Она же будет у нас mitigation блоком. Как нужно входить от mitigation блока? Стоп ставится на вершину mitigation блока, стоп агрессивный ставится за его лой, консервативный в первом случае за лой всего правильного отката, либо за лой всего движения. Но на самом деле за лой всего движения это очень далеко, потому что иногда mitigation встречается очень высоко. Соответственно, здесь придется работать максимально агрессивно. Либо стоп сюда, либо стоп сюда. И именно mitigation блок очень часто показывает себя в хорошем трендовом движении. Есть, правда, косяк. Это все будет отрабатывать тогда, когда вы это не ждете. И об этом мало кто говорит. А перед тем, как мы с вами посмотрим это все на графике, приглашаю вас на ежедневные утренние разборы, в которых я делюсь своими сделками за предыдущий день, а также делаю план на текущий. Таких разборов уже очень много. Присоединяйтесь и будем планировать каждый день вместе. Итак, вот у нас хорошее восходящее движение, цена подходит к зоне интереса. Мы с вами на 15-минутном таймфрейме ищем брейкер-блок на 15-минутном таймфрейме. Для того, чтобы нам его определить, нам нужно найти свечу с имбалансом, либо хотя бы свечу, которая является скобом. В данном случае свеча не имеет никакого имбаланса, здесь равная ХАИ. Здесь у нас есть имбаланс. Соответственно, мы его выделяем и должны выделить брейкер-блок. Отлично. Поскольку цена пока еще не пробила брейкер, мы mitigation тоже пока особо смотреть не будем. Хотя, если вы присмотритесь сюда к графику, вы увидите, что вот это движение можно вот это, либо вот это назвать mitigation, и цена уже от него отработала. Почему бы нет? Почему бы нет, если вы в локальном понимании считаете, что цена должна двигаться дальше, да, вы имеете право открыть позицию. Ну, в данном случае, конечно, лучше открыть ее консервативно и поставить стоп. Ну, давайте тейк поставим вот хотя бы на эти хаи. Что касается брейкера, будем ждать, когда цена его пробьет. Пробила. Тейк уже по mitigation получили. Можно ли было по mitigation взять еще один тейк? Посмотрите, вот здесь есть еще точно такой же блок, точно такой же вход, точно так же можно его пробить. Соответственно, вот эти вот свечи, белая и вот эта зеленая, делали возврат, и можно было входить. При этом мы видим соприкасание брейкера и mitigation. Позиция у нас открывается от брейкера, стоп поставим чуть-чуть более консервативный. Тейк, ну давайте тейк стандартный 1 к 3. Стандартный для трейдеров, которые торгуют smart money. Для нас, конечно, он неприемлем. Цена открывается. Давайте посмотрим, есть ли здесь еще mitigation. По ходу движения, на самом деле, я больше mitigation не вижу. Правильный откат у нас только находится вот здесь. Что дальше делает цена? Поднимается выше и чуть-чуть не дошла до нашего движения. По ходу движения мы с вами можем увидеть тоже несколько mitigation блоков, которые довольно неплохо отрабатывают. То есть технически, когда у вас хороший тренд и вы имеете возможность работать по тренду, вы понимаете тренд, вы имеете право входить в позицию. Но если быть честным, то брейкер провалился, и мы получили стоп. Совсем чуть-чуть, малюпасечку, не дойдя до нашей цели. Как в своей торговле применяю брейкеры и mitigation я? Смотрите, в данном случае меня интересует текущий хай. И от этого хая я буду здесь искать все возможные вещи, которые я назову либо брейкером, либо mitigation. Поэтому я буду выделять все возможные блоки, которые подходят под определение брейкера, либо mitigation. Смотрите, мы получили стоп, и я предполагаю, что тренд будет шортовый. Это очень важный момент. Мы выделяем все возможные зоны, на которые можно обратить внимание. Для себя я их назову SMT-блоками. Также очень-очень сильно чешутся руки вот эту вот зону выделить,
Прямо она красиво снимает ликвидность. Супер. Локальную ликвидность, и если помните, это как раз первая реакция на брейкер. При этом эта реакция давала вот здесь вот откаты. Соответственно, очень хорошая зона. Итак, смотрим, что происходит. Смотрите, цена дает реакцию первую, дает реакцию вторую. То есть вы можете даже в таком формате брейкеры использовать вот так. Конечно, здесь косяк со стопом. Да? Давайте попробуем стоп поставить хотя бы, вот за эту линию. Тут на самом деле это все немножко условно, потому что в дополнение вам все равно придется разбираться вот в этом движении. И нельзя входить просто в паттерн, потому что это паттерн, и его рассказали в YouTube. Да? Локально мы увидим, что это отработало. Все, отработало, супер. Но что мы с вами в данном случае имеем? Мы с вами имеем зоны, в которые возвращается цена. И если вы посмотрите по графику, вы практически всегда увидите то, что при хорошем восходящем движении, да, цена постоянно возвращается в наши брейкеры и всегда их пробивает. Нужно быть честным, что она всегда действительно их пробивает. Все брейкеры и митигейшн. Соответственно, что с этим делать? Эти брейкеры митигейшены нужно рассматривать с точки зрения ликвидности. То есть именно они будут являться для нас ликвидностью. Именно они должны, скорее всего, пробиваться. Важный момент в том, что мы с вами не будем ходить здесь лимиткой. Мы будем дожидаться, когда данная зона интереса пробьется. Да? Вот здесь вот она у нас пробивается. То есть у нас была хорошая остановка. Она выглядит как линия сопротивления. Да? У нас идет ее пробой. И на свипе, пересвипе этих пробоев будет рассматриваться позиция в шорт. То есть технически возвращаемся к видео про скоп. Есть свип-пересвип. Да, здесь у нас получается стоп. Выставляется следующий ордер. Здесь на самом деле оно того и стоит, потому что РР бешеный. РР бешеный, и по факту, понимая дневную предвзятость, вы имеете право поставить, тейк хотя бы сюда, либо на перелой, да? По факту, что мы с вами видим? Мгновенное закрытие позиций. Можно ли дополнительно использовать митигейшн? Если вы понимаете, что идет пролив, и вы очень часто будете видеть мои позиции, когда используется тот же митигейшн. По факту мы на проливе получаем откат, возврат к зоне интереса. Конечно, я всегда буду против того, чтобы вы входили в позицию вот так. Но как один из вариантов, это довольно неплохой для новичков. То есть тренд уже зародился, и мы с вами на всех митигейшенах, да, входим в позицию. Соответственно, конечно, вот здесь позиция была бы не очень крутой, но факт есть факт. Давайте посмотрим, как это отработало в текущем снижении, в котором набирались позиции. Посмотрите, что здесь происходит. По факту у нас 12 апреля был хороший, довольно красивый пролив. Ночью все самое лучшее произошло. У нас есть брейкер-блок, от которого цена получила реакцию. Да? Мы получаем брейкер-блок, и у нас есть манипуляция этим брейкером. Поскольку это ночное время, здесь допускается отсутствие пересвипа. То есть у нас идет одна манипуляция нашего брейкера. По итогу цена валится вниз. Когда я это уже в моменте понимаю, я наблюдаю вот здесь. Смотрите, а здесь же по факту тоже тот же самый брейкер-блок. Ничего нового, ничего не изменилось. То есть локально, вот в этой зоне, данный SMT-блок является брейкером. И что мы с вами видим? Мы с вами видим ретест данной зоне, и на Франкфурте начинаем валиться. К сожалению, поскольку это было время перед утренним разбором, я еще не смог сориентироваться и уже в самом утреннем разборе получил позицию в шорт. Что происходит дальше? А происходит дальше вся та же история. По факту мы с вами валимся вниз. И когда мы идем вниз, самым оптимальным движением будет у нас как раз вход по тренду. По какому тренду? А посмотрите сюда. В моменте вот здесь вот у нас есть не что иное, как mitigation блок. Да, конечно, вначале вам будет казаться, господи, это же непонятно, как входить. Но при переходе на младший таймфрейм я могу открыть спокойно позицию в шорт, рассмотрев обновление данного митигейшена. Мы поднялись вверх, свип, его пересвип, стоп-приказ под этот пересвип и уходим вниз. Идем дальше. Дальше у нас тот же возврат еще в один митигейшн. Мы приходим, совершаем с вами манипуляции с учетом внутренних структур и получаем точку входа.
Все эти сделки вы можете найти в моем телеграм-канале. Они обязательно идут с подтверждением из MT4. Также в канале вы ежедневно можете увидеть текущую структуру по важным парам и очень-очень много квизов. И самое интересное, к этим квизам идут объяснения. Возможно, я сейчас все придумал, и, скорее всего, это не работает. Ребят, на самом деле у вас есть возможность протестировать это все на графике и посмотреть, а действительно ли данные митигейшены отрабатывают. Посмотрите, та же позиция, которая у нас была перед супер большим проливом. Чем является данная свеча? Брейкер, митигейшн, неважно. Важно то, что она отрабатывает. Мы получаем ее пересвип, получаем манипуляции, получаем пролив. И это работает по всему графику. А самое главное, помните, если вы не будете включать свой мозг, вы так и останетесь ликвидностью на рынке.